Друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал Эми Travel. И сегодня мы вместе с вами отправляемся в новое путешествие. И это не просто новое путешествие, а новая ветка в рамках нашего канала для вас, наши зрители. Мы отправляемся в Таиланд на остров Пхукет. Полетим мы из Москвы, из аэропорта Шереметьево авиакомпании Etihad. Перелет будет стыковочный через Абу-Даби. Стыковка у нас будет достаточно долгая, порядка 15 часов. В рамках нее мы планируем выйти в город, погулять там, вернуться обратно и лететь дальше на Пхукет. По времени получается, где-то в 0 часов 10 минут мы должны вылететь из Москвы. В 6-7 утра мы должны быть в Абу-Даби. Из аэропорта Абу-Даби мы вылетаем в 10 вечера. И в 8 утра следующего дня мы должны быть на Пхукете. Мы берем вас с собой, давайте вместе с нами посмотрим, как вообще происходит такой перелет, что это за авиакомпания. А вы не забывайте подписываться на наш канал, ставьте пальчики вверх, пишите ваши комментарии и давайте начинать наше новое путешествие. Хотела еще сказать пару слов по поводу стоимости наших билетов. Мы летим эконом-классом, вылетаем мы в ночь 16 на 17 октября, но билеты мы покупали еще в июле. И наши билеты, двое взрослых, двое детей, у каждого свои места, нам обошлись в 220 тысяч, это вместе с багажом. Для интереса мы смотрели буквально неделю назад билеты на эти же самые рейсы, на тот же самый класс, и они стоили уже порядка 570-580 тысяч рублей. Разница, конечно, колоссальная, поэтому если вы планируете поездку, планируете ее заранее, это будет для вас намного дешевле. Мы уже провели онлайн-регистрацию на сайте еще вчера. Она открывалась не за 24 часа, а за 30 часов до вылета. Что самое интересное, нам назначены были уже места, на которых мы летим. А вот если мы хотим пересесть, даже в рамках своего класса, то любое место уже будет платным. Какие-то подороже, какие-то подешевле места. У нас дети любят, конечно, у окна лететь, но нам назначили средний ряд без окна. Мы решили сэкономить, потому что один сегмент на одного человека стоит в среднем 25 евро. На нашу, получается, семью 100 евро до Абу-Даби, плюс еще 100 евро до Пхукета. Нам показалось это достаточно дорого, поэтому эти 200 евро мы решили сэкономить. Мы прошли все досмотры, прошли личный досмотр, таможенный контроль. В общей сложности от открытия стоек регистрации до последнего таможенника у нас ушло 55 минут. Еще интересный факт. У нас с собой коляска, которой уже 8 лет. На ней ездил старший ребенок, мой племянник, теперь младший ребенок. Эту коляску мы всегда приносили на борт самолета. Она прекрасно залезает на полку, но у нее рама не как у ее, а чуть-чуть другая. Когда у нас увидели эту коляску, спросили, хотим ли мы ее на борт самолета. Естественно, мы ее хотим. Нас отправили в калибратор. И коляска не прошла буквально 2 сантиметра в колесе этот калибратор. Нам сказали, коляску нельзя принести на борт самолета. Хотя мы специально не берем с собой ни чемоданов, ничего, потому что мы понимаем, что мы занимаем полку. Напомню, что мы собираемся 15 часов гулять по Абу-Даби, по жаре с 2-летним ребенком. И еще сказали, что коляску нам выдадут, заберут у трапа, а выдадут только на Пхукете. В Абу-Даби нам ее не выдадут. Прикиньте. Но вот сейчас мы будем думать, пытаться принести все-таки ее. Возможно, у нас ее не заберут. Расскажу вам чуть позже. У нас самолет 333 места, мы на средних местах летим. Да. На каждом месте лежит подушка, плед, наушники и косметичка. Все комплименты дали вот такую косметичку. Это косметичка, причем раскладывается в какой-то мешочек. И внутри была масочка для сна, кремушек и беруши. Дали вот такие наушнички.
Принесли каждому ребенку вот такие косметички. Сейчас будет распаковка. Давай, доставай. Здесь одна бутылка. Так. Но это еще не все. Бутылка. Здесь есть еще что-то. О, какой-то блокнот. Оля, блин. Блокнот, да. Наклейки. Наклейки, хорошо. И карандаши. И это все, к сожалению. Мы летим уже примерно минут 20. Вылетели по расписанию, минут там на 5-10 попозже. Я считаю, что это вовремя. Здесь вот такие сиденья, вот такие штуки есть прикольные. Можно голову положить, и ты не боишься, что когда ты спишь, бортпроводник тележкой тебе полголовы снесет. А эта сторона, она регулируемая. Здесь мультимедиа есть различные фильмы, музыка, игры. Вот эта вот часть, она как джойстик используется. Есть зарядки для телефонов. Можно вот здесь вот USB-шку подключить. Сюда подключаются у нас наушники. Ну, в целом достаточно неплохо, есть чем заняться. Вот такие места для ног. У меня рост 168, и здесь достаточно большое количество места. Нам принесли ужин, я себе заказывала отдельную низкокалорийную еду, поэтому мне принесли пораньше. А детям и мужу пока еще не принесли, и в целом по салону еще не разносили. Что здесь есть? Салатик фруктовый, обычный салатик, сливочное масло, бутылочка воды, булочка и здесь рис, курочка и брокколи. Добро пожаловать в Абу-Даби. Мы прилетели практически без задержек, 5 минут это не считается. Сейчас идем на паспортный контроль. Что касаемо нашей коляски. Мы ее принесли на борт самолета. Мы ничего не спрашивали, у нас ничего не спросили. Мы просто принесли, положили на полку, и она с нами прекрасно долетела. Мы вернулись в здание аэропорта, целый день гуляли по Абу-Даби. О том, как мы провели наш день, вы можете посмотреть в отдельном видео, ссылочку оставлю где-то здесь. А сейчас мы, наверное, перекусим, погуляем по duty-free, посмотрим, что здесь есть, и будем ждать уже объявления о посадке. Вот мы болтаемся уже по аэропорту часа полтора. Ну, по сути, это один большой торговый центр, много разных магазинов. Есть как магазины duty free, так и магазины каких-то люксовых вещей. В целом, ну, вот только если по магазинам ходить, мы уже устали, сели здесь на диванчике. Кстати, хочу сказать, что вот с местами, где можно посидеть и отдохнуть, в этом аэропорту вообще проблем нет. Ждем, когда нам назначат посадку. У нас на посадочном талоне, который еще выдавали в Москве, указан выход на посадку, но здесь на табло сказано, что получается, сколько, за 1,5 часа до вылета только будет известен номер гейта, через который мы вылетаем. Вот поэтому сели примерно в середине аэропорта, чтобы, если что, в любое место бежать плюс-минус одинаково было. Как я и предполагала, нам заменили выход на посадку. Тот, который был указан на посадочном талоне, изменился. Он вообще оказался, этот выход, в другой стороне. Даже мы не предполагали, что именно в этом крыле мы можем садиться в самолет. Но мы дошли, все в порядке, в принципе ничего сложного. Тут просто большие расстояния. Сейчас будем садиться в самолет на новый сегмент. Мы уже в самолете и готовимся вылетать на Пхукет. По конфигурации самолета точно такой же, 333. Сама мультимедийная система здесь немножко попроще, в плане того, что здесь нет вот пульта, как было. По наполнению дали абсолютно все то же самое, дали подушки,
Далее пледы, наушники, косметичка, наполнение все то же самое, только другого цвета. И детям в приветственный набор подарили вот такому рюкзачку. И внутри этого рюкзачка был плащ от Warner Brothers, раскраска и карандашики. Друзья, добро пожаловать на Пхукет. Мы прилетели. Больше в самолете я ничего не снимала, потому что по питанию все то же самое, и в целом перелет не отличается от того, который я вам показывала ранее. В аэропорт мы прилетели минут на 10 раньше, несмотря на то, что мы сделали вокруг острова 4 круга. Была здесь пробка из самолетов, а в целом все хорошо. Сейчас пойдем проходить досмотры и поедем уже в наш отель. Но это уже совсем другая история. А вам большое спасибо за то, что провели это время со мной. Не забывайте подписываться на наш канал, на наши социальные сети. Пишите ваши комментарии, ставьте ваши лайки и дизлайки. Для нас очень важна ваша обратная связь. И до встречи в новых видео. Пока-пока!